Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня две модели от G-Shock из премиальной линейки GMW B5000. Давайте открывать. Ну, давайте начнем, например, с коробочки, которая поменьше. Так, а как тут, собственно? Ага, о. Так, необычно, необычно. И здесь у нас... Вот она, B5000 MB1JF. Опа, вот это красавчики, такие прям очень сдержанные G-Shock. Ну давайте пока немножко в сторону и приступим ко второй коробочке, большой. Это обе лимитки. Так, здесь у нас много всего. Инструкция, гарантийные карты, ну и другая макулатурка. И, необычно, интересная коробочка. Клеточная такая. Так. О, и все здесь прям в клетку сделано. Прикольно. О! Ну, итак, значит, у нас тут обе лимитки, обе такие стальными корпусами с черным ионным напылением, но по духу, как мне кажется, обе эти модели достаточно серьезно различаются. Ну, давайте, собственно, возьмем, например, вот эту вот лимиточку у нас с таким очень необычным, футуристичным, я бы сказал, корпусом, с такой расцветкой, слушайте, сразу бросается в глаза, очень интересно. Да, здесь, безусловно, тот самый олдскульный корпус GMW B5000, но при этом такой вот внешний вид фантастически немножко и мне напоминает, навевает, может быть, что-нибудь такое вот, какие-нибудь космические компьютерные игры, что-то вот в этом духе. Такая белая 3D как бы сетка покрывает и браслет, и корпус, и даже циферблат практически полностью. И ощущение прикольное. Слушайте, они с одной стороны такие веселые, забавные, с другой стороны они весьма серьезные. Я бы, наверное, сказал, что да, вот эта модель привлекает внимание и, скорее всего, гораздо больше, чем версия вот такая матовая, стальная, с черным покрытием, за исключением верхней части ранта. Но давайте, собственно, по характеристикам, поскольку характеристики у этих моделей одинаковые, в том плане, что здесь базовый идет стальной корпус, дальше идет слой альфа-геля, как его называют в G-Shock, да, который используется для гашения ударов, если таковые произойдут, и уже внутри находится металлическая капсула с самим, собственно, механизмом. Имеется Bluetooth для того, чтобы можно было синхронизировать часы, основные показатели настраивать со смартфона. Это удобно и не надо там разбираться, за что отвечает та или иная кнопка. Я считаю, что это как раз правильное направление. И в 2023 году уж точно хочется иметь часы, которые сопряжаются с телефоном, где все выставил, и не надо там, в общем, пользоваться огромной инструкцией и разбираться, как настроить, там, например, время в каком-нибудь городе. Да? Можно все делать проще. Вот. При этом есть радиосинхронизация с атомными часами на разных континентах. Зарядка, естественно, от солнца и от любого источника света, от Solar, как называет ее Casio. Противоударные, разумеется, 200 метров водозащиты, разумеется, как у любого G-Shock. Есть функция поиска телефона, точность в месяц плюс-минус 15 секунд. Но это если вы не будете их подстраивать, например, от того же телефона или при помощи радиосинхронизации, поэтому точность будет, в принципе, в ноль всегда в этом случае. Будильники, календарь, мировое время, секундомер, это все здесь имеется, плюс подсветка LED и минеральные стекла у этих моделей. Это, как я говорил, премиальный сегмент G-Shock. Что касается актуальной стоимости часов, можно ее узнать, а также приобрести эти модели всегда можно в официальном интернет-магазине G-Store.ru. Ссылка будет в описании к ролику и в закрепленном комментарии. А по промокоду GITAT вы можете получить дополнительную скидку. Ну и, кстати, немаловажно, что магазин G-Store.ru по-прежнему является официальным дилером Casio и предоставляет официальную гарантию 2 года. Так, ну что ж, давайте, наверное,
как я уже собирался, начнем вот с этой вот модели, с таким вот сетчатой, да, с белой 3 сетки. И посмотрим на ее примере здесь по размерам. Поскольку они одинаковые, давайте посмотрим по вот этой модели. 43,6 у нас в самой широкой части. Если мы посмотрим по высоте, то 13. Ну, от ушка до ушка такое понятие здесь немножко растяжимое, но тем не менее 49, да? 49, и браслет в широкой части 25 примерно, а около застежки 18. Ну, собственно, B5000, размеры ее такие общеизвестные, достаточно стандартные. Модель максимально универсальная. Мне очень нравится эта линейка, и мне очень нравится вот именно вот этот дизайн, такой классический, такой квадратный, ну, может, немножко скругленный, но тем не менее квадратный, из истории. И особенно сейчас, да, вот в последние там 2-3 года, когда мода на винтаж просто вернулась и засела, очевидно, надолго, эта модель пришлась вот как нельзя кстати. Многим не нравится дисплей, когда он инверсивный, и здесь в обоих моделях вот такая версия. Мне она нравится больше. Почему? Да, может быть, читаемость чуточку будет хуже, но зато выглядит максимально круто. А согласитесь, когда мы берем премиальный сегмент G-Shock, хочется, чтобы еще и на цифре было все, ну, вот такое вот, да, по красоте. Я думаю, что если это чуть более такая футуристичная, яркая, может быть, даже в некотором роде вызывающая, то версия вторая, которую я вам сегодня показываю, да, она гораздо более сдержанная. И знаете, вот как мне немножко кажется, что и та, и другая модель, это, ну, очевидно, да, для состоявшихся уже взрослых, наверное, покупателей G-Shock. И если здесь она призвана, ну, не так сильно привлекать себе внимание, то вот эта версия как раз наоборот, для фанатов киберпанка, для фантастики и вот что-то вот все вот в этом духе. Круто. Матовый здесь, да, такой вот как матовый под пескоструй сделано, и горизонтальное сатинирование идет по ранту. Круто. Здесь, кстати, есть вот эти традиционные, да, где указано у нас, что это Casio, что это TAF Solar, Bluetooth, Multiband, все эти надписи здесь имеются. Здесь гораздо более лаконично, кстати говоря, ну, наверное, для того, чтобы разместить больше сетки. Ну, давайте покажу на моем запястье, как эти модели выглядят. У меня 18,5 в обхвате, ну и, собственно, вот что мы с вами здесь получаем. На запястье эта модель сидит просто-таки идеально. Кстати, такой глянцевый черный цвет с белым, он хорошо переливается при разных источниках освещения. Ну и дополнительно такой вот привлекает. А немножко что-то есть, вот такой Человек-паук, как мне кажется, мог бы носить подобные часы. Хотя, может быть, и нет. Ну, в общем, посадка здесь прекрасная. На среднее и на крупное запястье будет супер. Единственный момент, учитывайте, что первое звено не до конца гнется. Поэтому, если запястье, ну, я думаю, меньше 17, то лучше посмотреть что-то другое от G-Shock. Ну и версия такая, я бы ее назвал стелс. Совсем по-другому воспринимается. Кстати, здесь классно сделаны звенья по браслету. Они матовые, но вот эта центральная такая часть, которая уже идет как бы крепление к другому звену, оно с зеркальной полировкой. Ну, здесь тоже классно по отделке. Но вообще, в целом, премиальные линейки G-Shock уже давно прекрасно делаются в плане качества, в плане полировки и отделки. А здесь у нас еще такой специфичный достаточно внешний вид. И брутальный, и очень аккуратный, и очень сдержанный. Что касается застежки, то она классическая для этой линейки на фиксаторе. Здесь есть возможность подстроить под свое запястье. Ну и на задней крышке здесь основные характеристики по каждой модели. Ну, опять же, такая традиция уже, что называется, для G-Shock. И на одной, и на второй модели. И здесь, интересно, у нас тоже та же самая сетка есть и на застежке. Прикольно. Что касается веса, то на полном браслете здесь 173 грамм.
И немаловажный момент, сколько про запас здесь размера. Вот у меня 18,5, здесь 6 сантиметров так точно будет, так что на любой абсолютно запястье подойдут. Ну, собственно, когда я говорю про высококачественную отделку в дорогих линейках G-Shock, то, ну, собственно, вот, давайте посмотрим. И вот эти вот такие маленькие нюансы с зеркальной полировкой, которые тут еще добавляют немножко, да, немножко шика в эту очень-очень лаконичную и сдержанную модель. Ну и обязательно напишите в комментариях, какая из этих двух моделей вам нравится больше и почему. Что касается лично меня, я бы взял модель в таком стелс-варианте. Мне очень нравится вот это сочетание. Рант с такой сатинированием и вся остальная часть очень сдержанная, очень матовая. Но в целом, мне кажется, удачно и одна, и другая модели. В плане качества, в плане характеристик, мне кажется, здесь есть все, что как раз необходимо вот в такого плана часов, которые можно носить и как casual вариант, потому что они подойдут, в принципе, и даже на каждый день. Они небольшие, они при этом не супер такие, знаете ли, спортивные, то есть их издалека можно принять там за какие-нибудь смарт-часы или любые другие модели. Так что здесь спорта очень-очень так вот умеренно. Тем более они полностью стальные, это тоже вот такой на повседнев самое то. Но в целом, естественно, это неубиваемые G-Shock, которые можно использовать и для спорта, если вы, собственно, себе можете такие модели для этих целей позволить. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.